Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, следующее сообщение ТАСС. Варшава требует извинений. Как развивался конфликт Польши с Израилем? Заголовок и подзаголовок. Польша отказалась от участия во встрече премьеров стран Вишеградской группы и Израиля из-за слов главы израильского МИД Израиля Каца об антисемитизме поляков. Позднее саммит был отменен. А саммит причем должен был состояться в Иерусалиме. И здесь, естественно, вопрос должен быть так. Вот есть Вышеградская четверка. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. А при чем здесь Израиль? Где здесь Израиль? Какое его отношение? И как нам говорят аналитики, да они там вообще непонятно чему и зачем-то собираются. Ребят, так не бывает. Если государственные лидеры, любые государственные лидеры, то есть, надо, опять же, возвращаемся. Есть исторически сложившиеся государства, а есть государства проектно-конструкторские, созданные под решение определенного проекта. Польша – проектно-конструкторское государство. Чехия – проектно-конструкторское государство. Словакия такая же. Венгрия – исторически сложившееся государство. Но оно не смогло существовать без включения в Австро-Венгерскую империю. И только сейчас, через методом проб, ошибок, набивания шишек, Венгрия, в общем-то, становится национальным государством. Но у Венгрии тоже они не могут собственными силами обеспечить весь набор компетенций. Им, читайте аналитическую записку «Государство и система выживания народов». Образно говоря, ситуация такая. Венгрия – это тот костяк, который позволит состояться проектно-конструкторскому объединению 4 государств. Каким боком здесь Израиль? Абсолютно проектно-конструкторское государство. Причем в 2019 году его уже не должно было быть по плану. Просто не должно быть по плану. Вот в Варшаве состоялся саммит, где Нетаньяху проговорился. Мы здесь собрались для того, чтобы спланировать войну против Ирана. Но для всех очевидно, что если таковая война состоится, Израиля просто не будет. То есть часть элиты Израиля ведет себя таким образом, что Израиля в будущем просто не будет. Хотели, чтобы эту проблему для Ирана решила Россия. И сбили израильские кто хочет отгеноцидить еврейский народ, уничтожить израильское государство, вот эти представители сбили наш самолет. Более-менее разрулили. Мы прекрасно понимаем, что в Израиле есть разные политические группировки, разные политические интересы. Мы понимаем задачи существования государства Израиль, абсолютно проектно-конструкторского государства. И мы этот вопрос разруливаем. Тем более, что в Израиле достаточно сильны такие настроения, во что бы то ни стало Израиль сохранить. И некоторых товарищей, которые бьются за Израиль, просто вот вообще с полной самоотдачей, они не друзья России. Но они понимают одно. Если Россия хоть чуть-чуть отвернется от Израиля, Израиля не будет, его уничтожат. Потому что именно под это его создали. Именно поэтому Киссинджер сказал-то к 2018 году, он в 2008 году сказал, через 10 лет Израиля не будет. Но не получились планы, потому что пришло? В 2015 году в Сирию пришла Россия. И все, Израиль сохранился. Он должен был быть уничтожен в результате войны в Сирии. И определенное израильское руководство этого не понимает. Но вернемся к Вышеградской четверке. Под какие задачи созданы эти проектно-конструкторские государства, которых объединяет Венгрия, исторически сложившееся государство? Причем здесь Израиль? А все очень просто. Проект Интермарис, Междуморье, про который говорил Пилсудский, от Балтийского до Черного моря,
он до сих пор в работе и он существует. И Вышеградская четверка – это базисный момент, который обеспечивает своими компетенциями существование вот этого политического союза. В перспективе эта Вышеградская четверка, она расширится. И территория Венгрии, за счет расширения территории Венгрии, территория Венгрии включит в себя всю территорию Румынии. И именно для этого Румынию создали абсолютно проектно-конструкторское государство, у которой вообще нет своих компетенций. Поэтому, когда в Румынии захотели разместить комплекс ПРО, его и разместили. Когда румынов там заставили хоть как-то провякать, что как бы инспекцию сделать, им сказали: а вы кто такие, чтобы нас, американцев, проверять у себя в собственной стране-то? Вот, ваша страна Румыния, вы имеете право в Румынии проверять нас, американцев? Вы чего? Вы окститесь, ребята. Вы существуете-то как? У вас откуда государство-то? На основе чего оно существует? Завтра глаз прикроем, и у вас такие проблемы начнутся. Все компетенции лежат у нас. Николай Чаушеску попытался создать из Румынии государство. Много сделал в этом плане. Его расстреляли в результате цветной революции, где впервые по полной программе были задействованы присланные снайперы. Вот. Хотя снайперов хватало и в предыдущих во всяких революциях. Так вот, от Черного, вернее, от Балтийского до Черного моря, это территория будущего государства, проектно-конструкторского государства. И как было Австро-Венгрия, так будет Вышеградская четверка, которая будет включать два исторически сложившиеся государства. Австрию тихонечко в это возьмут, потому что необходимо. Венгрия одна не вытянет, ей нужно блок с Австрией, чтобы восстановилась. Австро-Венгрия в новой территориальной конфигурации. Но это Вышеградская четверка, начальная ступень воссоздания Австро-Венгрии в новом обличии. Израиль. Ой, какой раз уже повторяю. Израиль-то тут при чем? А очень даже при том. Израиль, согласно планам глобального управления, должен быть уничтожен. А что такое Прага, ради которой и создавались проектно-конструкторское государство Чехословакия, способная была в первой половине и в середине 20 века собственными силами защитить свой территориальный суверенитет? То есть они вполне были сконструированы таким образом, что компетенций для этого хватало. Прага – это оккультный центр мирового еврейства. Такие вещи просто так не сдают. События 1968 года тому свидетельство. Так вот, суть взаимодействия Израиля и Вышеградской четверки – это перебазирование кадрового корпуса управления мировой еврейской диаспоры и центров управления в кадровом составе в Прагу и в другие города Вышеградской четверки, чтобы скрыться там за мощью вновь созданного межгосударственного объединения из проектно-конструкторских государств и государств, реально сложившихся. Вот какой идет процесс. И то, что они в этот раз не встретились, потому что идет проблема здесь. Американская страновая элита, не понимая глобальных замыслов глобального предиктора, в этом плане Вышеградской четверки вставляет палки в колеса. И в результате этого, смотрите, Россия пришла на Ближний Восток. Израиль сохранился как государство. К 18 году он не был уничтожен. Значит, надо процесс переноса управления из Израиля, тех институтов, которые находятся в Израиле, притормозить. Здесь нужен конфликт. Конфликт обеспечен действиями американской страновой элиты, которые полностью управляют Польшей. И Польша дает сбой
в формировании Вышеградской четверки. Соответственно, этому пока сбой с Польшей не преодолен, невозможно двигаться дальше по созданию Вышеградской четверки. Две причины, по которым не должно было быть встречи. Польша, деструктивные моменты, и необходимость вторая причина – это необходимость продолжения существования Израиля в каком-то государственном виде. Что нельзя. Вот когда по Израилю ударят иранцы, да, и Хезболла, вот тогда нужно будет срочно эвакуироваться. Куда? На подготовленный плацдарм Вышеградской четверки. Точнее, в Прагу, в Чехию.